Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы вспоминаем святителя Филиппа, митрополита Московского, который закончил жизнь свою мученически и был умерщвлен по повелению царя Ивана Грозного. Вокруг этой истории очень много разных толкований. Одни утверждают, что святитель был против возвышения царского трона и поддерживал бояр, которые, как известно, во время расцвета феодализма на Руси имели большие политические полномочия и контролировали целые земли русского государства. И Иван Грозный, желая создать мощное единое русское государство, боролся с этим сепаратизмом феодальных владык для того, чтобы Русь, став единым государством, могла противостоять Западу. И уже тогда Иван Грозный обратил свои взоры к Балтийскому морю задолго до Петра I, понимая, что выход на Балтику означает выход за рубеж, туда, на запад. А все это требовало от России силы. И не только военной силы, но силы духовной. И поэтому царь Иван Грозный, будучи человеком благочестивым, очень многое делал для укрепления церковной жизни. Но по природе своей был вспыльчив и подозрителен. И именно эти его отрицательные черты привели к той трагедии, которая совершилась в Тверском отрочьем монастыре, где проживал святитель Филипп. Дошли до царя слухи, что святитель задумал недоброе, что он вместе с боярами хочет противостоять централизации власти и особой миссии, которую царь Иван Грозный на себя возложил. И движимый особенностями своего характера царь совершил преступление. И не где-нибудь, а в том месте, где мы с вами сейчас находимся. Здесь совершалась служба. Святитель стоял на Стасидии, которая была местом тогдашних предстоятелей русской церкви, а царь стоял вот на этом месте. И, казалось бы, ничто не предвещало трагического завершения этого богослужения. Но, будучи, как уже было сказано, человеком возбудимым, по всей вероятности, сейчас бы врачи могли бы и диагноз поставить, что не очень он мог совладать с болезненным состоянием своей нервной системы. И, будучи возбужден подозрениями против митрополита Филиппа, подозревая его в сговоре с боярами, в его готовности противостоять царской власти, он заточил святителя, а затем тот был сослан в монастырь отрочь, где его убил посланник царя Малюта Скуратов. Вот такая трагическая история. Она свидетельствует вообще о том, что церковь по своей природе не должна вмешиваться в государственные дела. У каждого члена церкви есть свое право высказываться по любым вопросам, в том числе и по политическим, участвовать в избраниях различных должностных лиц, а церковь, как институция, объединяющая всех, единственная в нашей стране, где могут найти место и правые, и левые, люди разных политических взглядов и убеждений при одном только условии, что эти взгляды не должны приносить зла другим, что они не должны нарушать мир, покой и благоденствие Отечества
и чтобы они не несли смуту внутрицерковную. Вот все эти требования сегодня в достаточной мере осуществляются. И церковь, будучи духовной силой, оказывающей большое влияние на жизнь народа, не вмешивается в политические процессы. Она не выступает за одних против других, потому что всякое участие в такого рода действиях влечет за собой разделение людей, а церковь призвана соединять всех вне зависимости от политических убеждений, от национальностей, от разных историософских взглядов и так далее. Церковь – это мать, двери храма открыты для всех. Именно как таковая церковь и представляет особенное значение для жизни народа, а в определенном смысле для жизни государства. Вот и сегодня хорошо известно, как с разных сторон, и из-за рубежа, и из самой России, стараются повлиять на церковь, чтобы она заняла ту или иную политическую позицию. Кого-то бы осудила, кого-то бы поддержала. И чаще всего эти просьбы и требования связаны с политическими симпатиями и антипатиями тех, кто обращается к церкви с подобными предложениями. Всем тем, кто поступает так, мы вновь и вновь скажем: церковь старше, чем государство по возрасту. Церковь всегда со своим народом. Главная миссия церкви заключается в спасении человека. А что происходит в сердце спасающегося человека? Оттуда исторгается грех, злоба, коварство. Все то, что, преломляясь в политике, наносит колоссальный вред государству и жизни народа. Поэтому, не входя в политический процесс, не участвуя в политической борьбе, церковь через воспитание народа оказывает самое благоприятное воздействие на формирование прочного народного тела, просвещенного благодатью Божией и стремящегося к созиданию Отечества, а не к его разрушению. Вот все эти мысли приходят в голову здесь, на этом месте, где митрополит Филипп не дал благословения грозному царю. Еще раз, не потому, что он был в оппозиции, как наверняка подумал об этом Иван Грозный, потому что в оппозиции к нему было боярство, а потому что в то время царь чинил беззаконие, через опричнину умерщвляя многих и многих людей, можно сказать, терроризируя свой собственный народ. И вот стоя на том месте, на котором я стою сейчас, святитель Филипп не дал благословения грозному царю, за что и был умерщвлен. А память его хранится в церкви. Он причислен к лику святых. Вот такова история. Она учит нас, во-первых, тому, что голос церкви всегда должен провозглашать правду Божию. Меняются политические вкусы, симпатии, антипатии, формируются различные политические группы, коалиции, партии. У каждого своя цель, и они идут своим путем. А церковь вне всякой партии, потому что само слово «партия» означает часть целого. А церковь не часть. Она для всего народа. И она, собственно, является церковью народа. И потому никакие симпатии в сторону тех или иных политических сил не могут быть официально провозглашены церковным учением и не могут официально провозглашаться в церковной проповеди. А что может провозглашаться? И кого церковь может и должна поддерживать? А всех тех, будь то политики или общественные деятели, которые радуют за единство всего нашего народа, за единство нашей церкви, за подлинную независимость страны
от различных могущественных сил, будь то на Востоке или на Западе, или в каких-то других местах нашей планеты. Потому что церковь опасается, что через всякую политическую зависимость может произойти и самое отрицательное воздействие на духовную жизнь людей, как то бывало в прошлом. Именно поэтому церковь поддерживает независимость страны и все деяния власти, которые направлены на сохранение этой подлинной независимости от других, находящихся вне страны, политических сил. И это не означает участие в политике. Это означает заботу о благополучии людей, о сохранении нашей подлинности, о сохранении веры православной и тех ценностей, которыми живет еще по милости Божией наш народ, теми духовными ценностями, которые идут от наших предков, теми ценностями, защищая которую обогрялись кровью наши мученики и новомученики Церкви Русской. Сегодня, вспоминая память святителя Филиппа, мы обращаем к нему молитвы, чтобы он предстательством своим пред лицом Божиим сохранил державу российскую от всяких напастей и извне, и изнутри, чтобы сохранялось единство народа, единство церкви нашей, чтобы власть своим приоритетом имела заботу о сохранении Отечества нашего как независимого государства, а одновременно также и о сохранении тех ценностей, которые впитаны в духовную культуру наших людей и которые во многом были созданы, сформированы под духовным влиянием Русской Православной Церкви. Памятуя о подвиге святителя Филиппа, мы сегодня особенно возносим свои молитвы и о властях, и о воинстве, и о народе нашем, дабы в мире, единомыслии, в духовной чистоте и вере протекала наша национальная жизнь, формируя ту внутреннюю силу, которая способна обеспечить полную независимость и свободу нашего народа. Молитвами святителя Филиппа и всех московских святителей, и всех святителей в земле русской просиявшей, да хранит Господь землю нашу, Отечество наше, Церковь нашу от всяких напастей, бед и зол, и да укрепляет всех нас на пути духовного совершенствования, целью которого всегда является приближение человека к Богу, через которое испепеляется и исчезает и грех, и всякое человеческое беззаконие. С праздником всех вас сердечно поздравляю!